Всем привет! Сегодня я начинаю новую рубрику на канале, посвященную игре Ring Fit Adventure. Месяц назад я заказал с AliExpress китайский Ring Con, и вот наконец он дошел до меня. Сходил на почту, забрал и приступаю к распаковке. По внешнему виду посылки можно сказать, что ее знатно потрепало в пути. Пока идет видео распаковки, хочу рассказать о цели, которую я ставлю и для чего вообще я взял Ring Con. В интернете, а в частности в инстаграме, люди выкладывают челленджи по игре в Ring Fit Adventure, кто-то делает ежедневно и выкладывает результаты своих тренировок, а я хочу попробовать сделать то же самое и постараюсь заниматься каждый день. Каким же образом я собираюсь замерять результат? В наличии у меня есть весы Xiaomi Mi Scale 2, который умеет замерять количество жира в организме, а также собирать другую полезную информацию, а также строить графики изменения веса и количества жира. И сейчас небольшой дисклеймер. 3 года назад я весил 82 килограмма при росте 194 сантиметра, а сейчас я вешу 95 килограмм, и было бы, конечно, замечательно, если бы эти 13 килограмм прироста были в виде мышечной массы, но это далеко не так. Сейчас на экране вы видите текущее состояние моего тела. Mi Fit оценивает мое тело на 52 балла из 100. BMI, индекс массы тела, составляет 25,3, что говорит о том, что я имею немного лишнего веса. Кто-то скажет, что при росте 194 сантиметра 95 килограмм это идеальное соотношение, но в моем случае это не совсем так, потому что я являюсь эктоморфом, высоким и худощавым. Ну, по крайней мере, 3 года назад еще был таким. А сейчас я себя в шутку называю жирным дрыщом. Далее идет самый интересный показатель – процент жира в организме, и он составляет 25,4%. Чтобы попасть в норму, нужно снизить его количество до 22%, поэтому поставим себе цель скинуть 3%. Далее идут показатели воды в организме и метаболизм. Эти показатели у меня никогда не были в норме, даже когда я занимался в тренажерном зале и пил очень много воды. Висцеральный жир 10. Это жир на внутренних органах и животе. За 2 года существования у меня этих умных весов значение изменилось всего на одно значение, то есть было 9, поэтому цель вернуться в норму. Возраст тела по всем показателям 34 года, а мне 28. Ну ладно, закончим со статистикой и посмотрим на Ring Con. Сравнить с оригиналом я не имею возможности, и ранее с оригиналом Ring Con не играл и в руках его не держал. Сейчас, кстати, большой дефицит комплекта Ring Con Adventure, а в Беларуси вообще практически нереально его достать. А там, где его можно предзаказать, стоимость достигает 90-100 долларов. Игры в комплекте, естественно, нет, поэтому играть я буду на прошитой консоли. Да-да, другого варианта попросту нет, ведь отдельную игру не купить в eShop, поэтому вариант с китайским Ring Con подойдет только тем, у кого по какой-то причине, не знаю, сломался Ring Con или ему нужна замена, либо у того, у кого старая ревизия консоли и ее можно прошить. Ну, собственно, ролик не об этом, и я никого не подбиваю пиратить, поэтому перейдем к делу. Обзор на игру я делать не буду, вы и так знаете, что это за игра. Сейчас я лишь расскажу, как работает и как вообще по ощущениям Ring Con. Кольцо внешне идентично оригиналу, накладки для рук сделаны на липучках, поэтому их можно отстегнуть и постирать. В самой игре сжатие и растягивание кольца отрабатывают корректно, проблем я с этим не обнаружил. В верхней части крепится правый джойкон, он отвечает за наклон самого кольца, и судя по всему на него идет сигнал с кольца о том, как сильно кольцо было сжато или растянуто. Навигация по меню осуществляется поворотом кольца по часовой или против часовой стрелки, выбор меню это сжатие кольца, а отмена это растягивание. Для теста я прошел одну кастомную 10-минутную тренировку, чтобы оценить работу кольца, и я остался доволен. Остается только разобраться, какие тренировки есть в игре и что из себя представляет сюжетный режим. Со следующего дня я начинаю ежедневные тренировки, и со временем я буду делиться с вами отчетами о результатах. Все результаты я выкладываю в свой твиттер, ссылка будет в описании. Немного задержался с выпуском ролика, и за это время я уже неделю каждый день занимаюсь по 30-40 минут. За время тренировки, кстати, считается чистое время тренировки. Отдых и лазание по менюшке игры в счет не идет. То есть, чтобы вам 40 минут выполнять упражнения, вам придется потратить около 70 минут, в зависимости от уровня и упражнений, которые вам попадутся. Упражнения действительно заставляют пыхтеть и попотеть. В общем, друзья, подписывайтесь ВКонтакте, на канал, подписывайтесь в Твиттере, чтобы не пропустить все результаты, которые я выкладываю. Ну и на этом пока у меня все. Ждем первых результатов. Всем пока!